Наливайте какого-нибудь алкоголя, включайте этих ебанатов и слушайте по приколу. Почему нет? Нас встречает таксист, который сказал, что живет в Америке 25 лет, и он двух слов по-английски сказать не может. Мы хотим куда-то переехать, у людей сразу возникает вопрос, что вам не нравится в Сиэтле. Я стою перед океаном, думаю, а путешествовать дальше-то и некуда. Блядь, в Денвере видео посмотри, надо в Денвер пиздавать, там класс. Какие-нибудь грибы легализовали, еще какая-нибудь херня. Добрый день, уважаемые дамы и господа. С вами Юрий. Уи! И Наташа. Уи! И сказки для крипов. Давай здоровья, это пиво. Камбуча. 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 Сегодня мы будем разговаривать о том, почему мы хотим переехать в Сакраменто. Just like that. Почему нет? Ну, во-первых, потому что нас спрашивали, какие у нас есть предпочтения по жизни в США, где жить, как жить, почему мы выбираем то или иное место. Ну да, чем отличаются разные штаты, разные города друг от друга. По нашему мнению. Вот. Ну и мы поняли, что, как мне кажется, вы как-то уже упоминали об этом заранее, ну, в смысле до этого, что мы хотим переехать в Калифорнию, а тут мы определяемся с местом куда. И одно из этих кандидат номер 1 в данный момент это Сакраменто. Вы, наверное, об этом месте особо не слышали, потому что схерали о нем слышать. Это столица Калифорнии, но это довольно маленький городок из всех больших городов США. Ну, там, кстати, фильмы снимались. Леди Бёрд, допустим, там снималась. И на этом список заканчивается популярных фильмов. Нет, мне кажется, что нет. Просто это то, что мне в голову приходит первое. На этом, на самом деле, список заканчивается примерно, справедливости ради. Из последнего, что можно посмотреть. Мы не будем трогать какие-нибудь там 50-е, 60-е годы, мы не знаем. Вот, из последних, в смысле. Вот. Ну, там есть еще всякие Бейкерсфилды, но мы их тоже трогать не будем. Вменяемые города, в смысле. Ну, а еще, кстати, часто, когда мы начинаем разговор о том, что мы хотим куда-то переехать, у людей сразу возникает вопрос, что вам не нравится в Сиэтле. То есть, как бы, многие люди думают, что если ты куда-то переезжаешь, значит, тебе что-то не нравится в месте, в котором ты находишься. Ну, и отчасти это, наверное, правда. У нас есть моменты, которые нам не нравятся в Сиэтле. Но у нас есть какая-то концепция, что нам нравится куда-то ехать, нам нравится путешествие, нам нравится исследование, и нам скучно сидеть на одном месте. Плюс... Сакраменто сейчас 29, поэтому мы одеты по Сакраменто. А у нас сейчас 11. И дождь. Ил. Ну да, если уж на то пошло, я с самого начала хотела в Калифорнию, но из-за того, что мы выбирали вместе, я выбрала западный часовой пояс по своей работе, а Юра выбирал уже место, и поэтому мы приехали сначала в Сиэтл, потому что Юре хотелось сезонности. Ну и плюс здесь было довольно... Здесь было легче купить недвижку вначале. И там я еще, по-моему, рассказывал в других подкастах, почему конкретнее, более правдивые истории. Кстати, мне кажется, не рассказывал. Рассказывал. Ну ладно. Ну, типа, почему? Потому что Last of Us игра мне понравилась. И потому что здесь ганлот были либеральные. Hi, I'm Derek Bum. Say goodbye to daily stains and dirty surfaces with new kitchen gun. You can even use it on the washing up. There, all clean again. New kitchen gun, now with laser sight and night vision for after dark cleaning. Ну да, про ганлос рассказывал. Да, я рассказывал много раз. Почему рассказывается подсказка для крипов? Подкаст, а не типа иммигрантские истории обычные. Потому что здесь все время какая-то хуета замешана, ебанутая. Половина жизненных выборов принимается на основе компьютерных игр, сериалов и прочего. Ну и каких-то романтических концепций. Например, концепция путешествия на Запад. Расскажи. Death Stranding. Хидео Кодзима. Японский разработчик. Культовый японский разработчик. Его в шутку называют гением, хотя, мне кажется, он этот титул заслужил не в шутку, а по чесноку. Вот. Собственно, что это такое? Ну, про сюжет игры рассказывать особо смысла нет, потому что довольно сложный. И вы подумаете, что я еще более ебанутый, но это не я его придумал, а он. Но факт тот, что именно сама ключевая концепция игры, что ты курьер. Не простой, конечно, курьер, но тем не менее курьер. Ты пешком идешь от восточных побережья США до Лос-Анджелеса. Само собой, не в реальном времени, там уменьшенный масштаб, но тем не менее это некий путешествие с востока на запад.
Да? Вообще такой концепции путешествия с востока на запад в американской культуре я знал раньше, но именно прочувствовал на себе после прохождения этой игры. Когда американцы заселяли этот континент, на Северную Америку, они-то путешествовали как раз с востока на запад, и этот фронтир означал фронтир цивилизации. Это незаселенная часть Америки, где были, конечно, tribals, но племена, где были коренные американцы, которых американцы относились к ним без уважения, скажем так, мягко говоря. Трагическая история, но что есть, то есть. Ты говоришь уже о путешествии по самому континенту. То есть изначально переселенцы из Европы же тоже ехали на запад. Абсолютно потом, верно. Да, из-за того, что уже восточное побережье было заселено, люди двигались дальше. В поисках этой американской свободы, этой мечты, где ты можешь начать жизнь заново. Да, либо еще плюс заработать быстро, там, где никого нету, стать первым. Стать первым, начать... Золотодобыча в том числе. Да все что угодно, просто неизведанные территории. Нефть для кого-то тоже была, не знаю, какой временной период, но нефть, золото. Вот. Все что угодно, ресурсы. Дерево, рыба. Вот она, рыба моей мечты, вот она, ясь! Все, что хочешь. Путешествие с востока на запад, и мы приплыли на запад, прилетели. Я эту игру играл в 2019 году, она вышла, то есть до переезда в США. Когда мы переехали сюда, я игру еще раз, кстати, прошел, и она, эта идея, уже будучи здесь, мне откликнулась опять. Тем не менее, я понял, что мы приехали на запад, на самый-самый американский запад. Это конец фронтира, дальше только океан. Об этом как раз-таки в игре и было, то, что в конце главный герой дошел до Лос-Анджелеса, это конец путешествия на запад. Дальше некуда, дальше все, океан. Unless у него, если, конечно, у него была бы лодка или возможность в мире игры перебраться, но ему не было необходимости, но факт тот, что американское культурное исследование Запад закончилось на океане. И для игрока, и для нас, и для главного героя, и для игрока, для всех закончилось на Западе. И там он-то на самом деле потом обратно весь путь прошел в игре. Скосил какую-то часть пути, но не буду спойлерить. Вдруг захотите поиграть. А у нас, мы доплыли до Сиэтла, я понимаю, что я стою перед океаном, думаю, а путешествовать дальше-то и некуда. Если уж руководствоваться этими романтическими концепциями и неким авантюризмом, который сам для себя делаешь, потому что жизнь без того, видимо, слишком простая, надо усложнить чем-то. Я подумал, что интереснее путешествовать теперь на юг. Что будет, когда я дойду до юга, до границы, вы спросите, скорее всего, начать Сан-Диего, с границы с Мексикой. Наверное, в обратную сторону еще круг совершить, чтобы не останавливаться, а потом круги наяривать. Не знаю, что будет дальше, я дальше не заглядывал. Но концепция с запада на юг путешествовать, в смысле с востока на запад, запада на юг, что, в принципе, так или иначе она у меня прослеживалась в какой-то мере, если учитывая, что я родился в Казахстане. То есть Казахстан, получается, северо-запад, потом Литва, очередной скачок на северо-запад, потом, правда, на юго-запад и на юг. Какая-то такая получилась, своего рода дуга. Неважно. Абсолютно... Ты что, ебанутый? Да. Да. Просто так веселее жить. Это такие какие-то философские, плохо обоснованные мотивы путешествия моего этого желания какого-то приукрасить свою жизнью дополнительным смыслом, который на самом деле никакого смысла не имеет, а смысл есть более такой понятный. Например, погода. Например, дружелюбнее люди в какой-то мере. Например, общество толерантнее. Например, это максимально синий штат. Соответственно, в этом максимальном синем штате меньше биготов. Кто такие биготы? Кто такие биготы? Биготы – это те люди, которые не поддерживают левую повестку, по сути. Если уж по факту говорить. Западную левую повестку, то есть ценности западные. Будучи сами на Западе, конечно. То есть это отношение толерантное к другому человеку, неважно его расу, сексуальное меньшинство, сексуальное предпочтение, социальный слой, гендер, социальный слой, который находится. То есть быть по возможности принимающим человеком. Не тыкать пальцем и не говорить ему, что он какой-то не такой. И уважение к свободам в том числе. Уважение к свободам. Те же самые запрет абортов, это, например, биготство. Распоряжение своим телом, то, как человек решает, ходить ему в церковь или не ходить в церковь. То есть, навязывание религии. Не навязывать ему ничего своего. Хотя кто-то может сказать, а хули они, эти пиндосы, навязывают мне, что я должен хорошо к геям относиться. Правильно? Это что же типа навязывание по такой логике?
Нет, навязывание... Это навязывание с точки зрения человека консервативного. Не навязывание в принципе, а навязывание нетолерантных, более консервативных понятий. Вопрос с точки зрения консерватора, у него наоборот все очень плохо, потому что ему навязывают все это. Поэтому он злится. Ему говорят, ты бигот, перестань быть биготом. Да. Он говорит, какого хуя? Нет, это ты. И бросит F-бомб. Так, подожди, мы говорили о том, что кто такие биготы. Да. Это люди, которым не нравится... Не, я говорю, что мы... Нет, абсолютно верно. Да, но типа мы говорим, что не навязывать свои. Нет. Левая повестка, мол, не навязывать свои ценности другим. Но они как бы навязывают свои ценности другим. Особенно тем самым биготам, чтобы они перестали быть биготами. Левый радикализм, так или иначе. Навязывание. Ну да, но мне кажется, что в левой повестке нет такого, чтобы никому ничего не навязывать. Нет никому ничего не навязывать? Да, такого понятия, да, как не навязывать никому и ничего, такого нет в левой повестке. Любая повестка что-то кому-то навязывает. Конечно. Повестка. Так вот, да, я это и хотел сказать. Вот. Да, именно это я хотел сказать. Любая повестка – это так или иначе навязывание. Оно просто навязано чего-то нормального или навязано чего-то плохого. И нормальное это с точки зрения общества. Угу. Вот. Потому что раньше, не знаю, навязывали людям Библию. А Библия, там много чего плохого было в Библии. Не то хорошего. Там по отношению к женщинам то же самое и прочее. Угу. Вот. Путешествие на юг. К западу мы приплыли. Дальше что, конечно, в Азию или в Новую Зеландию. Но что-то не хочется. Это уже такое отклонение от основного маршрута. Основного квеста. Вот. Говорить в рамках игр. Побочный квест. Причины, почему мы хотим поехать в Сакраменто, более подробно давай расскажем. Что нам не нравится в Сиэтле? Наверное, с этого начнем. Что нам нравится, что не нравится? Ну, я уже говорила, мне кажется, что я с самого начала хотела в Калифорнию. И мне нравится там погода. То есть мне вообще, в принципе, мне хочется жить там, где лето не заканчивается. Нихуя заявляй. У меня с самого детства была эта мечта. Мне хотелось... Я, допустим, отлично переношу жару. Мне неплохо, когда плюс 30. Ну, вот плюс 40 уже отстой, да. Вот в Аризоне бы я жить не хотела. В детстве обожала вообще вот эти всякие мультики, которые про пустыни. Вот я очень хотела бы там жить в детстве. Вот. Но сейчас я уже понимаю, что да, типа, плюс 40 – это перебор. Вот, ну, допустим, там 30-35 меня вообще не смущает. Мне прекрасно гуляется в эту погоду и так далее. У меня нет такого, что... Но при этом, вот когда холодно, я не знаю, там, плюс 10 для меня уже так себе. Ну, типа, мне не очень нравится. Поэтому, да, я бы с удовольствием жила там, где вот круглый год, плюс 15, допустим, минимум. Мы приехали в Сакраменто в феврале. И сколько там было? 15-20? Ну, там бывает холодно. Там бывает холодно, да. И ночью особенно бывает, и нолик. Вот да, перепады между днем и ночью, конечно, это отстой, потому что днем там было 15-20, а ночью там было, да, до 5 градусов, примерно столько же, сколько было у нас здесь. Вот Сиэтл, чем мне нравится, то, что здесь довольно мягкий климат, здесь не бывает очень холодно, здесь где-то 5-10 градусов зимой, и перепады между... днем и ночью не очень сильные. А вообще, еще кроме этого, да, Юра уже сказал насчет более толерантного штата. Ну, наверное, чуть-чуть поприятнее, да, люди там выглядят, они как-то более расслабленными выглядят. Выглядят? В смысле выглядят? Ну, в плане того, как они выглядят, да, там выражение лиц. Лукшейминг, дрипсы не те у них или что? В смысле, что это выглядит? Нет, выражение лиц. Типа, что это за выражение лиц? Ты осуждаешь людей за выражение лиц, это уж какой-то, блядь, суровенько. Я оцениваю людей за выражение лиц. Почему я не могу так оценивать людей? Ты крипто можешь делать все что угодно, я не сомневаюсь в этом. Просто первый раз слышу, чтобы ты говорил, что это типа выражение лиц. Что-то в город приехал, у них все ебальники хмурые. Ну, в Москве мне так и кажется. А ну хотя, слушай, это справедливо, кстати. Приехал, у них реально все ебальники хмурые. Что-то как-то не весело там, да. Чего они ходят насупившиеся, да? Ну да. Не, в Калифорнии действительно народ выглядит расслабленным. Не знаю, здесь, наверное, весь штат, вот в принципе штат Вашингтон, если рассматривать в общем, он более консервативный. Да. Вот. Да. А если Сиэтл рассматривать в отдельности, я не уверена, что он менее либеральный, чем Калифорния.
Потому что, опять же, у этого штата есть история протестов. И, ну, мне, и я думаю, тебе тоже, это нравится. То есть это штат, в котором люди не привыкли терпеть какие-то вещи, которые им не нравятся. Здесь люди выходят, высказывают свое мнение, и это так или иначе повышает осведомленность жителей города в целом о том или ином, той или иной проблеме. Я бы не сказал, что мне нравятся протесты. Окей. Потому что они вызывают перебои в работе общества. Угу. Мне не нравятся протесты. Ну, когда тебе перекрыли весь хайвей, ну да, тогда... Это не, ну, типа, я не сторонник протестов, ну, не которые... все протесты такие. Есть протесты, которые происходят в центре города. Нет. Я не сторонник протестов в смысле, чтобы они происходили под моим окном. Поэтому не живу в центре. Угу. Вот, сразу говорю, я могу уважить людей, но чтобы мне как-то, ну, типа, не круто, некомфортно я чувствую, когда под моим окном протесты. Вот. Я, кстати, нет. Ну, потому кстати, что... под нашим окном тут недавно был протест. Под твоим окном школьники, а когда да. под твоим окном грабят магазин или бьют окна, неприятно тебе. Ну да, ну это вот. последствия протеста. Это да. не то, что протестующие бьют магазин, это мародеры, которые вместе с протестующими... Понятное дело, но тебе уже, когда у тебя разбитое окно, тебе не до этого. Тебе нужно разобраться с этим. Я как невротик, и мне это не нравится. Лично для меня это куча проблем дополнительных. Окей. Мне не нравится протест, но я могу поднимать людей, почему они это делают, да? И я не буду им препятствовать, типа ходить на улицу и кричать: слышь, пиздуй домой, мразь. Вот, но не нравятся мне протесты. Я бы хотел держаться от них подальше, поэтому я не хочу жить в самом центре, прям там. Ну, по крайней мере, в доме не хочу, хотя бы в квартире, чтобы это не взаимодействовать, повыше желательно чуть, чтобы не взаимодействовать. Вот. Не потому что я какой-то бигот, а потому что мне не охота окна менять или разбираться с домоуправлением, или что это? Ну, только отчасти бигот. Я шучу. Я бы, вот, может быть, кстати, наоборот, бы участвовала в протестах. Вот если мне нравится за то, за что люди выходят, я бы тоже... Так выходила. Проблема в том, что я бы и сам участвовал в протестах. Я бы не хотел, чтобы они под моим домом были. Ну, окей. А те манлаки чувака, которые там живут, ну, сори, с уважением. Это мой выбор просто. Ну, да. Не знаю, что не люблю протесты. Еще раз говорю, я не люблю протесты под моим домом. А протесты, в принципе, это нормально. Вот. Ну. Просто американские протесты, они агрессивные. Частенько бывают. Особенно, когда в Сиэтле они отжали кусок земли на Капхилле и говорили, что они выходят из состава Соединенных Штатов. И не пускали никого. Радикальный кек некий. Это не радикальный кек, это было в 2020 году. Не, я имею в виду, что у них не было никаких легальных средств. Они полицию не пускали. Ну, это да. У тебя, это перебор, тебя бьет муж или друг, или тебя избили, или то, что произошло, полиция не приехала. Может, так и не приедет, конечно, но так она точно не приедет, потому что не пускает. А они как-то там, типа, несколько кварталов перекрыли, что ли? Они перекрыли, это было? Да, это было прям перекрыто. Ничего себе, окей. Вот. У полиции были, наверное, свои другие дела, как бы с этим разбираться, но факт тот, что я купил дом за 700-800 тысяч долларов, и я бы хотел, чтобы в приличном нейборхуде. Да, мне хотелось бы, чтобы у меня там, чтобы я чувствовал себя там безопасно и комфортно. Не, ну да, это перебор. Согласна. Ну, понимаешь. Или там стекольщику не проехать, потому что там дождик. Ну, типа, я слишком старый для... Стекольщику? Да, чтобы окно застеклить. Которые тебе выбили протестующие. Окей. А там перекрыто. Ему, конечно, пешком идти таскать все стекло вот так. Протестующие, они как бы его пустят, наверное. Но это, блядь, некомфортно. Ты не находишь? Я говорю, я уважаю людей. Я, может, стал с возрастом более консервативным, да? Но определенно стал. Не значит, что я, типа, запрещаю людям протестовать. Нет. Я просто не хочу, чтобы они делали под моим окном. Поэтому я не живу в центре. Все. Мы 10 раз уже об этом сказали, проехали. Вот. У Портленда, у Сиэтла протестная история. Поэтому люди выражают свою позицию флагами, стикерами, чем только хочешь. Да? Сакраменто, про ёбло говоря, и про вот это вот все внешнее, в Сакраменто флагов практически нет.
Ни украинских, ни палестинских, никаких. То есть ни израильских, Ни ЛГБТ, ни ЛГБТ, ни БЛМ. Просто достаточно так стерильненько. И возникают два вопроса. Либо там исключительно все биготы живут. Американские флаги были. И вот там исключительно все биготы живут. Ну, американские флаги были уже вот в городках, мне кажется, которые окрестные. Да нет, почему? Да Ну, нет, были там. Ну окей, просто Ну вот, не бросались в глаза. не бросались в глаза, из-за того, но что тем их не менее. немного. Короче, в американской таком общепринятом, вот в среднем по больнице, если ты видишь американский флаг, это, скорее всего, ну, как сказать, помягче. Человек-патриот. А патриот в последнее время сильно испоганен. Понятие патриотизма в США, потому что оно как бы либо сопряжено с МАГА-движением, да, поддержка Трампа, да, либо с республиканским консервативным движением, типа не трогайте Америку, оставьте такой, как она есть, нам мне ваша эта левая хуйня не нужна здесь. Вот. Хотя у меня есть кепки с американским флагом, но я поддерживаю, и я левоцентрист, грубо говоря. Вот. Бросается в глаза подозрительно, особенно если ты видишь, например, кучу белый пикап, белый чувак за пикапом с американским флагом, но там даже можно не думать, что там происходит. Или там с черным флагом и американский черный флаг и обычный флаг. Скорее всего, поддержка ветеранов и полиции. Знаю людей, которые адекватные и поддерживают полицию, и не то, чтобы я ее не поддерживаю. В смысле, я счтаю, что полицию, конечно, надо бы реформировать, но уж точно не лишать их финансирования и свиньями называть всех полицейских. Типа, есть такой лозунг, часто видишь на заборах у нас там в России, не у нас, а просто в России. Вот, написано было хуй, а здесь ACAB. All cops are bastards. Вот. Или ACAP. All cops are pigs. Все копы сволочи или все копы свиньи. Ну, это какой-то пиздец, я считаю. Типа, ну, далеко не все копы плохие люди. Иначе бы, если копы будут плохие люди, мы в Рашке жили бы. Ладно. Не мы бы в Рашке жили, а страна бы на Рашку, похоже, сильнее была бы в смысле. Ну да. Вот. Я тоже частично про эти флаги рассказывала в видео про выбор штата, что это действительно такая американская тема. Что я хотела бы добавить, это то, что флаг — это обычно то, что ты поддерживаешь кого-то, на кого нападают. Например, нападают на ЛГБТ, нападают на БЛМ, ну, точнее, там, возможно, сейчас не нападают в каких-то местах, но раньше нападали. Там нападает Россия на Украину, поддерживает Украину, кто-то там с той или с другой стороны поддерживает какую-то сторону в конфликте Израиль-Палестина и прочие вещи, да, а люди, которые вешают американский флаг, как бы они считают, что на Америку нападают. Ну и как бы кто на Америку нападает? На Америку нападают либо иммигранты, ненужные им, либо демократы с своими либеральными ценностями. Пинкос. Узнал про это слово. Какое? Пинкос. И по поводу флагов, когда ты приезжаешь в Сакраменто, действительно бросается сразу в глаза, что флагов нет, и возникает вопрос, либо там живут биготы, что не совсем соответствует тому, что ты видишь вокруг себя, либо там живут типа супертолерантные люди, у которых уже все ровно, продолжительное количество времени. То есть им уже не нужно бороться за права ЛГБТ, им уже не нужно бороться за права БЛМ, потому что они уже давно живут друг с другом в толерантном мире. И это, в принципе, наверное, соответствует ощущению, которое производит город. И моему Google ресерчу. Да. Единственное, допустим, там отсутствие украинских флагов туда не вписывается. Ну, то есть, как бы, скорее всего, это совокупность двух факторов, что люди не привыкли к протесту, нет истории протеста у этого города, и то, что общество довольно толерантное. Второе из списка вещей, почему Сиэтл нам не нравится, но то же самое происходит и в Сакраменто. Первая была погода, кстати. Второе – это бездомные. Но если посмотреть статистически, состояние одинаковое по количеству бездомных. Да, но почему-то... Но, извини, что перебил, но бросается любому, кто был в двух городах, в глаза то, что в Сиэтле бездомные более агрессивные. В Сакраменто почему-то нет. Возможно, доступ... В Сиэтле я видел бездомных с холодным оружием в большом количестве. Вот. А там не особо.
Может, конечно, там наверняка тоже есть, просто я этого не видел. Популяция бездомных примерно одинаковая, 9-8 тысяч человек, плюс-минус. Вот, и в Сиэтле статистически бездомные come and go, как говорится, приходят и уходят, текучка кадров бездомности, корпорации бездомных. А в Сакраменто исторически людей, которые долгое время находятся бездомных, больше. Вот это разница. Но Наташа хотела сейчас добавить, наверное, сейчас сама скажет, что бездомных в Сакраменто они не так сконцентрированы, как в Сиэтле. Они не так сконцентрированы в одном конкретном месте. То есть в Сиэтле есть улица, 3-я авеню, куда вообще достаточно противно заходить. То есть вот ты как бы, когда идешь пешком по центру Сиэтла, ты всегда обходишь эту улицу. То есть в Сакраменто я такого не заметила. То есть они есть в даунтауне, но как-то вот типа маленькими кучками в разных местах. Ну и опять же, возможно, в Сиэтле мы прожили 3 года, в Сакраменто мы были в общей сложности пока что 3 дня. Мы поедем еще туда летом, вот как 4. раз 4? Ну окей, 4. Мы поедем туда летом как раз посмотреть, насколько там плохо в жару. Ну и вот тоже можно будет посмотреть бездомных. Возможно, мы просто было и мало времени там. Возможно, мы попали на какое-то время, когда их было меньше. А теперь мы подходим к основной теме, почему это сказка для крипов. Люди принимают решение переехать в другой город на основании 3 дней, которые они там побывали. Это довольно странно. Ну, кстати, это первый раз, когда мы с тобой, в принципе, стали проверять. Это вот еще одна сказка для крипов. В Вильнюс мы приехали, послушали, предложили работу, а в Сиэтл, потому что я поиграл в сериал. В смысле, посмотрел сериал Twin Peaks одним глазком и поиграл в Last of Us. Так что, видите, к чему-то мы все-таки в жизни учимся. Вот. И мы даже не 1 раз, а 2 раза поедем, чтобы посмотреть. Раньше потому что мы ехали 0. Вот, это... Ну, возможно, мы переедем просто все равно в какое-то другое место, рандомное. А возможно, да кто же его знает. Может, вот такие бац, блядь, в Денвере видео посмотрели, надо в Денвер пиздавать, там класс. Там, не знаю, какие-нибудь грибы легализовали, еще какая-нибудь херня. Хер его знает почему. Вот. А их там легализовали. А их там легализовали, да. Нет, декриминализировали их там. Это не легализация, это другое. Легализация каннабиса. Ну да. Декриминализировали. И все это декриминализировали, если что. Вот. Ну вот. Соответственно, бездомные. Дальше. Холмистость Сакрамента. Наташе не нравится сиэтлская холмистость, а Сакраменто плоский, как грудь японской школьницы. Вспомнил старую шутку со времен моих школьных времен. Ну, мне поднадоело. Мне раньше, вот, когда мы сюда приехали, мне, наоборот, нравилось, что холмы везде, горы, там, хайки и так далее. Сейчас мне уже поднадоело, плюс я каждый день бегаю. И если раньше у меня было прям вдохновение на то, чтобы бегать более долгие дистанции, тренировать выносливость и так далее, и туда входил бег по холмам в том числе, то сейчас мне уже поднадоело, мне хочется какой-то приятных пробежек, нежели пробежек на выносливость. Да. Еще мне такая идея пришла, которую давно хотел поделиться, но как-то что-то времени не было все. Мы подумали, может, много об этом думаем, что мы с Наташей, когда ведем этот блог, так получилось, что мы пропустили ту часть, где мы уже популярные люди. В принципе, говорим о таких достаточно бытовых, так или иначе, вещах. Потому что переезд для людей, которые относительно много переезжают, это достаточно бытовая вещь. Она скорее какая-то рутина. Это нужно заказать перевозку вещей, избавиться от дома или сдавать его в аренду, если есть недвижимость, там, да, какие-то, рутинные вещи. Решение уже принято, ты хочешь двигаться, ты об этом думаешь месяцами, годами, неделями, какой-то продолжительный промежуток времени, и оно к тебе приходит, переварил, ты потом уже в действие совершаешь, когда есть обстоятельства подходящие, например, новая работа там, или работа офлайн, онлайн в смысле, типа ремоут, удаленная. Или еще какие-то вещи. Или, не знаю, готовность, хороший рынок для жилья, дали тебе сток акций или еще. В общем, для многих людей переезд это big deal. Огромный стресс. Стресс. И это не из страна, из города в город. И из квартиры в квартиру в том числе. Даже
со съемной, если можешь снимать, да. А так получается, что в этом тоже часть криповости нашей, как мне кажется, что мы как-то к этому относимся как к чему-то типа, ну вот, выпить камбучу и поговорить. То есть со стороны это так выглядит. На самом деле у нас много за кадром разговоров происходит, но оно все равно такое несколько расслабленный разговор. Это не напряженный разговор, это как такая часть рутины. Юра забыл выпить таблетки и опять разговаривает про недвижимость в другом городе. Вот. Ну, знаешь, мне кажется, здесь есть два аспекта. Первый аспект – это когда людям действительно тяжело морально переезжать, потому что они привязаны к месту, в котором они находятся. Ну да, к людям, к месту. И это чаще всего их первый переезд, потому что это место, где они выросли, где у них друзья, где у них родственники и так далее. То есть мы уже который раз переезжаем из места, где у нас есть приятели, есть какой-то сформировавшийся круг общения, но мы не привязаны эмоционально к этому месту. Это первое. А второе, мне кажется, что очень большое количество проблем с переездом уходит само, когда ты начинаешь чуть-чуть зарабатывать. Например, когда ты можешь позволить себе муверов, когда ты можешь не перевозить сам свои вещи, а заказать людей, которые перевезут твои вещи. Когда ты можешь заказать, вот, допустим, мне каждый раз, у меня просто ужаснейший стресс, это типа собрать вещи, собрать всю квартиру. Вот меня это настолько стресс, что, ну вот если бы я думала, что мне нужно еще раз взять и собрать все вещи, возможно, меня бы это останавливало там несколько лет от того, чтобы куда-то переехать. Вот. Но когда ты можешь заказать людей, которые тебе помогут собраться быстро и но эффективно. Это не так дорого стоит по сравнению со всеми ценами на переезд. Да, это правда. Объективно. Это Просто правда. люди как-то считают к этому, что это типа какая-то царская вещь, которую я себе не могу позволить. Но мне кажется, что есть какие-то нецелесообразные траты, а есть целесообразные траты. Вот сколько я общаюсь с людьми, которые переезжают, да, зарабатывающие люди, которые собираются там, куплю себе дом за $1 миллион в Сан-Диего какой-нибудь там, да, потому что могу себе позволить. По потолку своему, но могу позволить. Это $1 миллион, да, и люди все еще не заказывают муверов. И собираются с друзьями это делают. Чтобы сэкономить $300, 400, $500. Я понимаю, $500 большие деньги, спору нет. Но, сука, никогда ты за $1 миллион дом собираешься покупать. То есть сколько ты мог себе нервов сберечь, да, просто скипнув полностью всю эту рутину, да. А мне кажется, рутина собирать вещи гораздо сложнее, чем их разбирать. Да, согласна. Ну, потому что когда ты разбираешь, типа, тебе прикольно, ты выбираешь, куда как повесить, что поставишь, декор, наряжать елку, например. Да. Елку собирать гораздо противнее, чем елку наряжать. Иначе я не слышал, что люди с удовольствием охуенно елку сейчас соберу, блядь. Ждал это вот целый год, как я сейчас буду снимать эти игрушки. Заворачивать их в ебучую газету и обратно складывать. Нет, люди обычно как бы радуются елку наряжать. А вот снимать уже никому это не нравится. Поэтому она и стоит до марта ебучего, до мая у кого-то наряженная. Да. Вот, то же самое и здесь. Ну, кстати, интересно, да, вот ты говоришь, что большое количество твоих друзей, типа, до сих пор сами собирают вещи, несмотря на то, что они зарабатывают. Вот я разговариваю со своими коллегами, и мне кажется, что здесь есть такой водораздел между людьми, которые здесь родились или очень долго пожили и уже вот полностью адаптировались к местной культуре, и такие сравнительно новые иммигранты, да, которые все еще живут частично в твоей старой культуре. И вот мои коллеги, они в основном очень много людей, которые здесь живут давно или родились, и вот никто из них мне не говорил, что они сами собирают свои вещи. Обычно плюс еще людям, которых, допустим, релоцирует компания, если они переезжают, там, работая в компании, то компания им оплатит все эти расходы по переезду. То есть компания их полностью под ключ релоцирует, в том числе закажет им муверов. Вот. Fair enough. Да. И поэтому, да, для людей здесь это обычное дело. Вот для людей-иммигрантов я тоже довольно часто общаюсь и тоже довольно часто вижу обеспеченных людей, которые сами собирают свои вещи. Причем даже не то, чтобы... Есть люди, которые любят это делать, действительно. Я встречала таких людей. Но большинство ноет о том, как это ужасно, как им это не нравится, но все равно почему-то сами это делают. Ну, да. я, например... Нет, но с другой стороны, я муверов не очень люблю тоже. Но не знаю, что им пользоваться не буду. Например, просто я не представляю, как муверы будут разбирать дорогую кровать. Ты просто принимаешь эти риски, что кровать, возможно, не доедет. Или это не кровать, а какой-то определенный элемент мебели. Он просто не доедет в таком состоянии. Ну, это мне вот кажется, риски, они все. однозначно соберут эту кровать лучше, чем ты.
Это стопудово. Риск намного ниже, если это будет. Но это будут разные люди. мувер. Один ее разберет и засунет, а другой ее соберет. Это два разных человека должны делать. Ну, с дорогой кроватью, мне кажется, здесь еще вопрос, нужно ли ее вести. В хорошем, Еще да, один. да. Но это вот уже, да, хорошего про заработки. Готов ли ты еще раз купить такую же дорогую кровать или нет, например, или, там, диван, что угодно, или стол. Ну, неважно. Не суть. Следующее, что мы хотели бы сказать, это про налоги. Люди спрашивают меня, ты что, ебанутый, в Калифорнию переезжать? Там же налоги больше, и ты будешь зарабатывать меньше, и недвижка дороже. Почему? Сейчас я объясню, почему налоги выше. Потому что здесь у каждого штата есть налог штата на продукты в магазине и на зарплату. Подоходный налог. Товары в магазине, продукты, потому что слишком съедобно. Да, товары в магазине. На товары в магазине примерно одинаковый НДС налог. и налог на прибыль. Да. Не на прибыль, а на доход. Подоходный налог. Да. Подоходный налог и НДС. В чем фишка Вашингтон-штата? В том, что здесь нет подоходного налога. То есть мы экономим, наверное, процентов так 7-8 с наших зарплат из-за того, что мы живем в штате Вашингтон, а не в штате Калифорния. И когда мы переезжали только сюда, налоги, наверное, не были первым, на что мы смотрели, то есть было каким-то побочным критерием. Мы сравнивали стоимость жизни полную, типа соотношение доходов и расходов в Сиэтле и в Калифорнии, и у нас получалось, что в Сиэтле подешевле жить, что этот штат более пригоден для, допустим, новых иммигрантов, чем Калифорния. Ну и плюс у нас было то, что мы собирались покупать недвижимость. В среднем по Сиэтлу недвижимость была подешевле, чем в таких пафосных местах в Калифорнии, куда все хотят, допустим, там Сан-Франциско, Бэй-Эрия, Сан-Диего. Про Сакраменто мы тогда даже не знали, хотя в Сакраменто подешевле недвижка. Но значительно дешевле. Да, но в Сакраменто ниже и зарплаты. И плюс на них еще будет больше налог штата. То есть, допустим, если у вас есть удаленная работа, то вы можете как-то договориться с работодателем и, в принципе, ну, и опять же, если вы работаете на хорошей работе, у вас уже достаточно зарплаты, чтобы обеспечить себе нормальную жизнь в любом месте, да, с любыми налогами. Ну, справедливости ради, там еще другие налоги есть поменьше, которые просто добавляют налоговое время. Да? Да. Какие? Я не знаю, но просто там, если смотреть по среднему количеству налогов на человека, они там выше просто. Ну да, значительно выше. Ну вот, да, вот какие-то помимо этого, значит, помимо подоходного налога, по мелочи. Ну да, налог на недвижку иногда повыше. Ну там приплюсовывают туда-сюда, и, соответственно, вот сколько там процентов выше налоги, то есть меньше зарабатываешь. Окей. Покупаешь себе солнечный свет. Окей. Ну, наверное, на данном этапе нашей жизни мы готовы на это согласиться. Да, и я тут еще понял, что я, наверное, про путешествие с запад и на юг немножечко не договорил, хотел добавить. То, что одно дело путешествие на запад, и когда ты упираешься в океан, это печально. Другое дело, почему, например, мог бы все равно, типа, в Калифорнию ехать. И это, типа, такая... очередная философская хуйня. Если я приехал в Калифорнию и почувствовал, что там мне не нравится, запад был, а на север уже слишком холодно, и уже путешествовать не хочется. А тут, типа, я сделал детур на 5 лет, грубо говоря, потому что приехал здесь холоднее, посмотрел, и все еще, типа, есть желание опуститься вниз в потеплее место. И то есть вопрос возникнет, а что будет, если мне не понравится Калифорния? Хуй его знает. Может, по кругу пойдем, может, нет, но факт тот, что есть время и место, куда путешествовать, чтобы не останавливаться. Подожди, это какой-то кочевой образ жизни, когда ты все время идешь в лучшее место. То есть, например, presumably, да, предположительно, в смысле, Калифорния – это место, где сконцентрирована американская мечта, потому что Голливуд тебе продает эту американскую мечту, да, она снимается там, и люди, вот, воспитанные в американской культуре, они типа стремятся в Калифорнию как некая конечная точка, потому что там вот это самая американская мечта. Хотя, с другой стороны, там столько сейчас народу живет, и так все дорого, что американскую мечту там сложнее и сложнее осуществлять, так или иначе. Стартапов там дохуя. Тоже люди с американской мечтой туда едут. Ну вот, поехав туда, это, во-первых, сложнее
эту американскую мечту добиваться. А здесь ты уже приехал, ты как-то осмотрелся, примерно что как-то понял, с этим опытом поехал вот туда, вниз. Это упрощаешь себе задачу. С другой стороны, ты дольше до конечной точки добираешься. Типа, зачем? Если у тебя есть прямой маршрут, ты мог поехать сразу на конечную точку назначения. Нахрена делать детуры? Да? Ну, это можно как сайд-квест. Ты проехал, делал побочные квесты, подкачался, набрался опыта, а потом поехал мейн-квест выполнять. Это можно так сравнить. Вот. Говоря языком игровым. Думая, что конец твоего этого основного квеста, это вехи там, да, одного из основных квестов в жизни, это там. Вот. И посмотрим, как оно выгорит. Не выгорит, расскажу, как будет дальше. Ну, то есть ты, типа, специально едешь в место похуже, растягиваешь себе удовольствие. Типа того. Да, это типа как предварительные ласки перед сексом. Подольше целуешься. Вот. Томишь себя. Забавно. Да, вот это немножечко добавил. Еще что я хотела сказать. Когда мы приехали в Сакраменто, мне очень понравился район города, который называется Мидтаун. Ну, во-первых, тем, что он абсолютно плоский, и там классно бегать. А во-вторых, потому что там была какая-то такая живая вечерняя и ночная жизнь. То есть там было несколько улиц, где, во-первых, были клубы. У нас здесь есть только несколько баров, которые работают до 12, иногда до 2 часов ночи, где унылые люди сидят и попивают пивко. А там прям видно, что люди тусуются, и это создает какое-то ощущение энергетики, я не знаю, живости города. С учетом того, что мы не то чтобы там постоянно ходим по каким-то барам или любим тусоваться, но, во-первых, иногда хочется, и здесь объективно некуда пойти, когда хочется. Во-вторых, мне, наверное, приятнее будет бегать посреди ночи, когда я очередной раз проснулась в 3 часа утра, и видеть вокруг себя веселых людей, которые ведут какую-то ночную жизнь, нежели бегать по пустынным улицам. Я соглашусь, и сверху хочу еще просто добавить, что Калифорния – это действительно продукт. Продукт, который продают иммигрантам с детства, потому что Голливуд. Да, и вид эстетический, калифорнийский, да, это то, что особенно у бедных людей из развивающихся стран ассоциируется с какой-то жизнью, либо интересной, либо красивой, либо успешной, либо богатой, либо то, чего у тебя нет, вот, то, что ты не видишь обычно. Особенно, когда ты выходишь из своей ебучей панельки в грязный двор зимой, и у тебя, не знаю, как-то не круто все. А когда ты посмотрел фильм со Шварценеггером каким-нибудь, где там все происходит, Лос-Анджелес тоже грязный, и Сакраменто бывает грязным, но это не такое все, это и не Сочи нихуя, потому что все равно это постсоветское пространство. Это эстетически не так красиво, как Калифорния. Хотя старая Калифорния может показаться достаточно старперским людям. Ну, типа, она не такая красивая, как может быть. Просто мне она эстетически приятна. Она вызывает мне такие скандинавские вайбы, дизайнерские. Просто скандинавский дизайн, он на холодный климат рассчитан, на калифорнийский, на теплый. Вот. И когда ты видишь людей, просто они какие-то более расслабленные, более интегрированные, что ли, я не знаю. Вот такой интересный пример. Когда мы приехали туда, высадились, я вижу в аэропорте, аэропорт, кстати, Сакраменто максимально деревенский, он на Белгородский смахивает. Там вообще, то есть 1,5 самолета садится, такое ощущение, что очень, очень маленький. Это даунсайд, конечно, большой минус. Потому что с пересадками ты, скорее всего, летишь куда-то. Ну вот, но когда мы пришли, я вижу там людей разных рас. Смешение разных рас в том числе. И я вижу даже по тому, как люди себя ведут, они больше в своей культуре. А эти люди, они в своей культуре, но они американизированы. И это неплохо, потому что люди сохраняют, берут лучшее от двух миров. Я считаю, что это самое классное, что может произойти с человечеством, когда люди просто берут лучшее из своих культур и живут все прекрасно. А вот все нехорошее они, наоборот, оставляют на свалку истории. Потому что зачем? Правильно? Ну, я человек, кому-то, например, не нравится. Многим людям это, наоборот, не нравится. А мне это очень нравится. Мне не нравится сегрегация, мне нравится, когда
смешивает. Другой скажет: Юра, какого хуя ты считаешь, что американская культура самая классная? Я так не считаю, что она самая классная. Я считаю просто, что если ты живешь в стране этой, да, то какой-то либо стране, да, ассимилироваться нужно под главную культуру. Но при этом не забывать свои roots, если ты их хочешь, конечно, если у тебя нет цели. Вот. Баланс всего этого, самый симбиоз этого всего, он самый полезный для общества. Вот. Мне так кажется. Люди могут быть против. Сюда приезжать. Поэтому, когда сюда, например, мы приехали, обратно из Сакрамента, нас встречает таксист, который сказал, что живет в Америке 25 лет, и он 2 слов по-английски сказать не может. Ну, очень сложно ему говорить. Ну, нет, было. То, что он живет 20 лет, он, конечно, мог сказать, но в смысле, разговаривать о бытовых вещах проблем нет. Но если я спросил что-нибудь посложнее, уже сложно. И типа акцент жесточайший. Вот. И, то есть, это означает, что человек живет сугубо в своей культуре, с своими людьми общается и не хочет адаптироваться. Акцент не показатель, каким-то людям просто сложно перенимать акценты. Хорошо, есть куча русских, которые I told you, I speak normally, what do you want from me? А человек действительно может богатый иметь вокабулярный аппарат, но акцента нет. Там видно, что в принципе совсем. То есть я не какой-то опять бигот развожу тут. Вот, нет, там видно, что по другим косвенным признакам, что человек плохо говорит по-английски. Вот. Это мне не нравится. Как, например, как сегрегация культур в Нью-Йорке тоже мне не нравится. Когда, это историческая, американская, стандартная российская хуйня. Вот. Не говорю, что в Калифорнии ее нет, потому что в Калифорнии есть города сугубо латиноамериканские, где вообще никого, кроме латиноамериканцев, не встретишь. Это ебано. Но конкретно Сакраменто по статистике и по данным перепись населения, то, что статистика, блядь. По всем данным, по опросам, один из самых толерантных и разнообразных, расово разнообразных городов США. Что охуенно. Людям, например, такое не нравится. И много людей, которым это не нравится, которые не хотят в таких городах жить. А мне, наоборот, нравится. И Наташе так нравится. Да. Вот. Ну и напоследок я, наверное, хотела бы сказать про работу, потому что мне кажется, что это довольно важный аспект. Это то, что, допустим, если мы будем приезжать в Сакраменто, мне придется уволиться из Амазона. Я не смогу продолжать работать, потому что Амазон сейчас пытается всех перевести, даже тех, кто изначально был в таких городах подальше, они пытаются перевести их в то, что они называют хабами. Это центральные города, их, по-моему, 6 по Америке. И вот в Калифорнии хабом является Сан-Франциско. И если мы переезжаем в Сакраменто и я остаюсь в Амазоне, мне придется каждый день, допустим, ездить на работу. Не каждый день, 3 дня в неделю пока что. 2 часа на машине. Ездить, да, в Сан-Франциско 2 часа на машине. И причем я даже недавно как раз разговаривала с коллегой, который живет в Сакраменто. Ему пока разрешают работать из дома в Сакраменто, потому что у него недавно родился сын, и первые полгода ему разрешают работать из дома, пока он с ребенком. Но через полгода ему он должен будет ездить в офис в Сан-Франциско, и поэтому он не собирается этого делать, он собирается увольняться. Что, понимали, 2 часа это не московские 2 часа. 2 часа это 2 часа на хайвее. То есть это примерно 150 километров. Туда-обратно за день 300 километров нужно намотать. Ну да. Вот, плюс-минус. Причем в Сакраменто есть 1 или 2 амазоновских офиса, но смысл в том, что политика компании в том, чтобы в этих офисах региональных оставлять только конкретные команды, заточенные под какие-то задачи. А если ты работаешь не в этой команде, а в другой, то, соответственно, ты должен переезжать в хабы. А мне работу искать заново тоже придется, потому что никакого еще Samsung там разговоров нет. Да, и объективно в Сакраменто работы меньше значительно, чем в больших городах. Чем в Сан-Франциско, чем в Сан-Диего, чем в Лос-Анджелесе, чем в Сиэтле. Собственно, поэтому там и дешевле. В нашем случае мы думаем, что мы сможем найти какую-то либо полностью удаленную работу, либо работу в каких-то компаниях, которые имеют офис в Сакраменто. Но как первое место для жизни, наверное, это не самое лучшее, если вы, допустим, приезжаете и хотите искать профессиональную работу. У мигрантов там нехуй делать, как тебе скажу. Unless у тебя есть связи какие-то знакомые. Либо если у тебя свой бизнес. Если ты хочешь делать свой бизнес, почему нет? Ты можешь где угодно жить. Либо ты настолько дохуя уверен в своем профессионализме, что тебе просто насрать, ты работу найдешь в любом случае. Ну да. Либо тебя пригласили туда на работу, что тоже возможно. Тоже возможно, да.
Абсолютно верно. Что еще раз доказывает наша с Наташей слегонца припизнутость. Потому что как можно такие вещи говорить, что мы перейдем в Сакраменто, а работа там есть? Нет. Логично звучит. Ну да. Вот. Вопрос следующий может возникнуть. А хули вы не поедете в Сан-Франциско? Ну или на крайняк в Сан-Диего? Или в Лос-Анджелес? Да? Во-первых, есть два ответа. Один честный, а второй ебанутый. Начну с ебанутого. Ну, Сакраменто чуть северней, чем Сан-Диего, Сан-Франциско, да? То есть у меня еще есть возможность подлутать, опыта получить и двигаться дальше. Ну, вообще нам понравилась Бэй-Эрия, да, и для Юры это как очередной степ из Сакраменто в Бэй-Эрию. Да, и типа, во-первых, это просто потому что, мне Бакина с Сакраменто нравится, но не так нравится, как Бэй-Эрия, но в Бэй-Эрии очень дорого. Вот, дороже, чем здесь, значительно дороже, чем здесь. И учитывая, то есть там мы говорим о том, что я хочу дом, я уже в доме, но хотелось бы дом побольше, потому что мне хочется студию и детей. Не в доме. Я в таунхаусе сейчас, вот, но хотелось бы дом или побольше таунхаус для детей и для студии. И это совершенно неподъемные деньги Сан-Франциско, потому что мы сейчас говорим о 2 миллиона плюс долларов. Сколько? 36. Да ты что, охуел, блядь, сука? В нормальном районе. Минимум. Чтобы вы понимали, насколько дорого. Конечно, кто-то скажет, что ебанутый, там если дешевле. Я не нашел, чтобы мне нравилось, по душе было. Ну и плюс, очень многие люди, когда говорят, допустим, я живу в Сан-Франциско, или там я живу в Сакраменто, или я живу в Сиэтле, они имеют в виду не конкретно город, а всю вот эту вот эрию, все, что окружает этот город, пригороды какие-то и так далее. Они, допустим, живут в каком-то маленьком городке рядом, но говорят, я живу в Сиэтле. Мы хотим жить именно в городе. Второй вопрос. Ты что, продолжая вопросы, ты что, начинающие с «ты что, ебанутый»? Ты что, ебанутый, ты же можешь снимать. Справедливо. Могу снимать. Можешь. Да. И на это вопрос я сейчас подумал. Ладно, шучу. Просто наша Наташа политика, это хеджирование этих всех рисков и инвестиционная политика, это недвижка, пока мы с ней ее еще не пересматривали. Поэтому хотелось бы поехать в то место, где ты можешь закрепиться, купив недвижку, не сразу, там через год, например, это во-первых. Во-вторых, как-то, не знаю, тоже какая-то криповость во мне, кринжовость, я хуй его знаю, как это назвать, но мне нравится жить в своем месте, когда я пожил в свое время, потому что больше контроля ты имеешь над домом, что ты можешь делать, что ты не можешь. И как-то чувство вот этого своего дома, хотя ты за него ебучие бешеные деньги платишь ипотеку, так или иначе, оно мне лично более комфортно так. Вот. Я думаю, что у тебя просто очень много запросов к месту, где ты живешь, с точки зрения того, что ты вообще, в принципе, хочешь сделать музыкальную студию в доме, да, и место, которое ты снимаешь, оно не всегда прям подходит под твои нужды или там требует, допустим, больших капиталовложений, чтобы его подстроить под и потом свои перестроить нужды. Обратно. Да, и потом перестроить как обратно. Съезжаешь. Да. Вот. Наверняка не столько же, сколько же купить дом, конечно же, Да. но тем не менее. Мы это рассматриваем как инвестицию в том числе. Да, и такие у меня загоны. Чтобы вы не подумали, что со мной что-то так, со мной все не так. А Сан-Диего, примерно то же самое, дорого. Вот. И работы много, кстати. И один из самых высокооплачиваемых городов США, с другой стороны. Но там слишком мало зелени. Не так зелено, как, например, даже в Сакраменто. Хотя Сакраменто очень жарко, лесные пожары и все остальное. Опять же, мы не были летом, говорят, мы не были летом, зато зимой зелено. Как было. Зимой было просто шикарно. Вот. В Сан-Диего мы были только летом, мы не были там зимой. Справедливо, но Сан-Диего все равно более пустынный. Да, согласна. Чисто территориально, где он находится. Вот. Сакраменто, он все-таки в долине, там тоже пустына, но нет, там довольно зелено. При том, что там выгорает, конечно, все это. И проблемы там с ирригацией могут быть из-за засушливых периодов и прочее. Так что да, реально, посмотрите и думайте, возможно, ебанутый. Ну да. Знаешь, если говорить, мне кажется, все делаем наши решения на основании там каких-то своих внутренних предпочтений, каких-то, знаешь, адаптируем их к своей рутинной личной жизни, да, которая может быть
казаться вообще абсолютно неадекватными другим людям. Ну, допустим, говоря о ебанутостях, я могу сказать, что у меня тоже, вот я приехала в Сан-Диего, мне, допустим, там не очень понравилось. Мне не очень там понравилось, почему? Потому что я каждый день бегаю, а для меня там слишком много хайвеев, мне не нравится бегать, когда воняет от дороги, да, мне не нравится бегать, когда шумно, много машин. И, допустим, вот этот центр Сан-Диего, по которому я бы теоретически могла бегать, во-первых, он частично более вонючий, чем центр Сакраменто. Да, и в Сакраменто ты, типа, можешь добежать из, допустим, Мидтауна в Ист Сакраменто, еще в какой-то район и так далее, потому что они не разделяются хайвеями. Хайвеи там всего 2, и они проходят немножко на возвышении, то есть ты можешь пробежать... Да, на эстакаде ты можешь пробежать под эстакадой из одного района в другой, и получается огромное пространство для пробежек. Я думаю, что в Сан-Диего есть подземные переходы или надземные переходы, думаю, то же самое. Ну вот я там побегала, да. Ну как бы в каждый город, в который мы приезжаем, из-за того, что я бегаю каждое утро, я бегаю в любом городе. Да. И вот мне было некомфортно бегать в Сан-Диего. Ну вот. И поэтому я приехала сначала туда, думала, классно, мне сейчас здесь понравится, и мне там понравилось. Я побегала 2 утра в Сан-Диего, мне там не понравилось. Ну вот, то есть теперь возвращаемся к тому, что ты сказал. Обычно, когда такое люди говорят, да, они уже, типа, знаменитые, так или иначе. То есть люди могут просить им эту ебанутость, да, потому что, ну да, он там может себе позволить, типа, да. А с другой стороны, когда какой-то очередняра, типа, меня Наташа, это говорит людям на ютубе, да, люди думают, ну, блядь, что с ним, блядь, не так? Типа, что такое? А как-то вот так все. Почему-то вот решили мы с вами поделиться. Наверное, потому что больше не с кем. Вот наша аудитория. Почему нет? Вот, как бы, вот и все. На этом можно и закончить. На этом можно закончить. Типа, так уж много наговорили, чтобы дальше не разводить эту хуйню. Спасибо большое за просмотр. Спасибо большое. Если вам нравятся наши пространные философские рассуждения, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Да. Или вступайте в дискуссию с нами в комментариях. Наливайте какого-нибудь алкоголя, включайте этих ебанатов и слушайте по приколу. Почему нет? По-моему, прикольно. Увидимся через несколько недель. Покедова. Пока.